Всем привет! С вами Мари. Соскучились? Я тоже. Хочу сразу кое о чем вас попросить. Подойдите ближе. Ближе. Поставь лайк под видео в долг прямо сейчас. Если досмотришь до конца и вдруг не понравится, всегда можешь забрать свой Лукас или влепить нам дис. Вы спросите, где же мы пропадали? Мы усердно трудились на своих работках, чтобы вернуться к вам и снимать новые выпуски. А чтобы это было еще чаще, мы прикрутили кнопку донатов, и теперь лично ты сможешь стать спонсором нашего проекта. Как же круто, когда название корпорации соответствует духу ее участников. Я говорю о корпорации Monolith. Это промышленный гигант нового Эдема, который выполнит заказ любой сложности и ждет к себе как производственников, так и PvP-PvE пилотов. Дружный коллектив, общая цель и полное обеспечение – это все Monolith. Ссылки на спонсора ищите в описании. Игре уже 3 месяца. Она сильно изменилась? Да, не изменилась. Может, изменились мы? Данная тема сейчас очень актуальна и стала предметом опроса, который мы провели среди опытных игроков по основным направлениям в игре. И сейчас мы предоставим их ответы. Про майнинг. Львиная доля ресурсов в Еве должна добываться в нулях. Сейчас без возможности нормально и равномерно расселиться по нулям жить там запредельно опасно, и выживают лишь крупные альянсы. Майнеры мрут как мухи. В Большой Еве я много лет жил в нулях и не потерял ни одного корабля, даже Кэрриера, который отварпывает секунд 20. Новые станции будут стоить лярдов 10-20, что неподъемная сумма для небольших корпораций, а значит, что и переселиться в нули будет невозможно. Отсюда следует, что выгодно копать и строить все еще могут только крупные альянсы, которые могут строить станции, а большая часть игроков в мелких корпах нет. Подводя итоги, сейчас копать выгодно только в Большом Альянсе, которому вообще не нужно ничего вывозить в Империю. После патча ничего не изменится или будет меняться, но очень медленно, и игра быстрее загнется, учитывая текущие темпы слива игроков. В Империи майнинг мертв. Про баны. Ситуация нехорошая складывается, особенно если вспомнить подход тех же Blizzard на раннем этапе развития. Они что, начали массово банить за использование пользовательских модов, расширяющих функционал игры? Да сейчас! Добавили официальную поддержку и более того, стали сами включать наиболее удачные решения в новые аддоны. Тут же такое. Например, активация усилителей урона оружия через определенные промежутки времени запретили. Так и вижу, сидят разрабы, кто-то вносит предложение, а давайте добавим модули на увеличение урона. И ему сразу в ответ: нет, ты что, все же любят динамику, пусть их надо будет каждые 13 секунд вручную включать. И так совсем. Банить макросы? Вы что? Для обновления планетарки нужно сделать 15 кликов, хотя по факту смысла в этом нет, и хватило бы одного. Причем макрос – это не бот, это просто записанная последовательность команд, которая думать не умеет, которые вавк не нафармит тебе миллиард руды, ее вручную прожимать нужно, алло! Окей, некоторые ими не пользуются, и над этими игроками есть преимущество. Так почему бы вместо того, чтобы перебанить всех, не устранить саму причину использования макросов? Вот что меня удивляет. Да в новых корейских ММО вообще добавили возможность фарма ресурсов, пока персонаж в вавк находится. Лишь бы люди не тонули в рутине и возвращались ради ивентов и нового контента, не тратя зря время на скучную часть геймплея. Это как байка про писателя, который сначала решил написать все интересные сцены в книге, а потом уже и все остальное. И, закончив с интересными, перечитал их и так и выпустил без лишней воды. Усложнять геймплей игрой на пианино – это такое себе. Особенно, когда у тебя тачскрин, а не клавиатура с горячими клавишами, которые хотя бы тактильно можно различать. Понятно, что главным оправданием будет борьба с фермерами, торгующими голдой, но имха ее стоит как-то по-другому вести, потому что все это время я мог бан словить тупо за то, что я макросами пользовался для перевозки руды. А почему я ими пользовался? Да потому что загрузить руду в корабль и выбрать место назначения отнимает 1,5 минуты времени, а ходок 2 десятка. Вот и считай, готов ли ты гробить полчаса своей жизни на увлекательное перекликивание между менюшками. Про PvP и PvE. Было 2 крупных патча. Первый испугал PvE игроков. Раньше от варп на автопилоте нельзя было остановить дизайнер, но теперь, если тебя затаклили, могут и поймать во время отварпа. Да, это сильно ударило по крабам в первой волне, но с этого момента пираты начали зарабатывать бабки. Появился некоторый баланс, а крабам теперь всего лишь надо следить за локалом, а не за гридом. Следующий патч. Вводят бубли.
Как только вводят бубли, у крабов окончательно горит. У пиратов и до бублей все было хорошо. Это добило казуалов, они не выдержали и покинули нули. Переехали на миски в Империю. Но стоп, там же усилили NPC и добавили новые волны врагов. Класс! Как будем спасать ПВЕ игроков? Вернем восстановление кораблей, а позднее и Т-8, и даже фракционных. Уменьшили дроп с дедов. В нулях крабов нет, за исключением опытных динозавров. Что остается ПВП игрокам? На корабле за миллиард нужно охотиться весь день, и то не всегда получается, а еще можно корабль потерять. Про политику. Крупные корпы заперлись в карманах. Казуалов выгнали из нулей бублями и порезанными дропом синьки. Это вызвало сильный отток игроков, кто-то офлайн, а кто-то в имплу. С приходом Т-8 начались крупные войны, но самые дорогущие корабли, ради которых войны и устраивают, чтобы подорвать экономику, разрабы эти шипы восстанавливают. Все битвы – это лаги, баги и вылеты, будто борешься с гидрой, с противником, сам с собой и разрабами. Пытаешься создать контент, а игрокам этот контент заходит, как соленые огурцы после парного молока. Непонятна механика спауна конденсат-билтов. Те, кто живет в нулях, нажравшись масс PvP-контента, начали медленно отползать в лоусеке и там пропадать. А патч с цитками, около 20 лярдов исков за то, что она дает 5% к реверс-инженерке и всего 1 к переработке руды. Серьезно? В ближайшие 2 месяца она больше бонусов не даст. А если ее кто-то заснайпит, это все. Можно сворачивать несколько альянсов. А теперь перейдем к новостям минувших дней. После технических работ 9 декабря на нас обрушился град из багов. В течение некоторого времени игроки могли изучать навыки нейротехнологий без чипов. Затем сломался рынок. Купленные предметы не приходили на склад, а у кого-то пропали все ордера без оплаты. К счастью, разработчики все исправили. Ура! 10 декабря с задержкой в сутки был открыт тестовый сервер суверенитета. Корпоративные цитадели стояли почти в каждой второй системе. Зато Т-8 БКшки можно было купить всего за 10 тысяч исков. Меняй корабли, перекидывай навыки, нам дали все инструменты для знатных развлечений и теста. 21 декабря тестовый сервер был закрыт в связи с завершением тестирования. Награду в 100 тысяч SP обещали в течение 2 недель. Новостники тоже могут! А вы уже получили свои 100 тысяч очков навыков? Пишите в комментариях, как вам впечатление от тест-сервера. 22 декабря вместе с новогодним ивентом прошла новая волна банов. По словам некоторых пилотов, их аккаунты заблокировали без причины. Некоторые корпорации лишились доброй части состава. Нам удалось получить комментарии разрабов на эту тему. Их ответ – все баны делались согласно нашим правилам, которые не менялись в последнее время. Если считаете, что вас забанили по ошибке, вы всегда можете подать апелляцию. Разработчики внимательно перепроверят вашу ситуацию, но если бан за дело, шансов у вас нет. Новости политики. Terran Federation находится в состоянии войны с Querios и Pantheon Coalition. Жаркие бои происходят в регионах Фонтейн, Делф и Querios. На сегодняшний день в данном конфликте уничтожено 5 аванпостов. Из них 3 принадлежали Terran Federation, а 2 Pantheon. Querios аванпостов пока не теряли. Это и не удивительно, ведь они вступили в конфликт только неделю назад. Потери в исках оценить очень сложно. По информации от TF и MC, цифры в отчетах об убийствах просто огромны. MC насчитали почти 100 миллиардов нанесенного ими ущерба в регионе Querios, и это всего за 3 дня. Сюда не входят 80 миллиардов убытков, которые Pantheon и Querios понесли во время боев за цитадели. Эти цифры также не включают в себя ущерб от рейдов ТФ. Отчетов настолько много, что их невозможно обработать без специальных инструментов. А вот и информация с фронта оппонентов. Happy Bees делится новостями кратко, но ярко. Мы убили станку. Пуф! Враги поставили еще одну. И что вы думаете? Пуф! Ну и вот вам еще один пуф. Средние данные Discord-бота по еженедельным суммам убийств – 150 миллиардов, господа. Сейчас BIS объявили, что не планируют проводить крупные операции до окончания праздников. Новый год уже близко. Северный альянс и Золотая Орда на текущий момент – это объединение из 13 альянсов, включая Северный НАН. Также ребята имеют более 30 альянсов в союзниках. Их основная активность сейчас сосредоточена на войне с китайскими корпорациями. Как мы знаем, Северный альянс переехал в ГВ. Там они познакомились с Золотой Ордой, закалились в схватках и теперь выступают под общими знаменами. К текущему моменту они успешно дают отпор захватившим север китайцам.
3 форпоста загнаны в Рейнфорс, а попытка полного уничтожения одного из них чуть не положила сервера игры. Жаркие бои, где в пике количество участников достигает больше, чем лимит систем. Федерация Genesis стали соседями с MC в Pure Blind. Теперь между ними заключены дипломатические отношения. Был создан 15-й и 16-й альянсы. 15-е – все латиноамериканцы, 16-е – большая часть Золотой Орды. Интернациональное сообщество становится все больше. DP, по заявлениям Генфед, сломлен. У них осталось всего несколько активных корпораций. Если у вас есть дополнительная информация, особенно со стороны DP, пишите в комментариях и присылайте в редакцию. Наша коммуникация с DP, к сожалению, временно прервалась, поэтому мы не можем осветить войну с двух сторон. И в заключение самая горячая новость. Распадается Terran Federation. Коалиция Querios при совместных усилиях Пантеона и других союзников выиграли войну. Читайте об этом на Reddit. Трудно отрицать, что работа, проделанная Querios и Пантеоном на поле боя и за его пределами, сыграла важную роль в возникновении раскола еще одной коалиции. Ну что, капсулятки, на этом пока все. До скорой встречи в новом году и с наступающим вас! А если хочешь нас поддержать или поздравить, не забудь жмякнуть на донаты. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, как вы рады снова нас видеть. Делитесь мнениями, что вы думаете об этом всем.